Драматический треугольник – это психологическая игра. Это серия скрытых транзакций, послания двойные, когда мы слышим не только слова, не только текст, который нам говорят, но еще, как правило, несоответствующий или даже противоположный контекст. Я психолог, практикующий в транзактном анализе, и Стивен Карпман, автор, собственно, вот этой концепции драматического треугольника, тоже транзактный аналитик, и мы будем сегодня, собственно, апеллировать понятиями транзактного анализа и рассказывать немножко я буду, да, конечно, несложно, о транзактно-аналитических теориях с этой точки зрения. Эмоционально, или мы видим по поведению нашего собеседника, или это может быть даже звучать в словах. Да? То есть в качестве примера, да, такой детский стишок: «Мама, можно я пойду и поплаваю в пруду?» «Да, пожалуйста, иди, но к воде не подходи». Да? То есть мы здесь слышим сразу и разрешение, и запрет. И, собственно, так начинается игра, вот с этих скрытых транзакций. И когда мы чувствуем этот диссонанс, это уже является поводом вступить в игру, то есть это является отправной точкой. И это может быть сигналом к тому, что в хорошем варианте, да, стоит, может быть, сейчас остановиться. Кроме того, чем важна, чем нехороша психологическая игра, тем, что это всегда повторяющийся какой-то сценарий с негативным результатом. То есть это то, что обычно, почти всегда в нашей жизни уже было, мы это знаем. Конечно, лучше удовлетворять свои потребности прямым путем, чем попытками это делать через игру, потому что все равно удовлетворение она нам не принесет. К сожалению, да, не у всех нас, я даже скажу, ни у кого из нас не было возможности всегда общаться прямо, да, всегда заявлять о своих потребностях прямо и удовлетворять их таким естественным путем. В силу нашего детского опыта, в силу наших личностных особенностей мы не могли когда-то удовлетворить потребность напрямую, потребность именно в отношениях, во внимании, в принятии, в любви, в признании, в каких-то очень важных вещах, прямо вот базовых, без которых мы жить не можем. И когда у нас нет возможности сделать это прямо, мы пытаемся это сделать вот таким вот, хоть каким-то способом, да, назовем его кривым. И это, конечно, редко удается в психологической игре, но мы пытаемся из раза в раз. Да, конечно, и поэтому мне бы хотелось сегодня, наверное, побольше рассказать о том, что такое вообще эта роль, почему мы там, как мы себя там чувствуем, чтобы в будущем иметь возможность с этим как-то обойтись, там не оказаться. Я хотела бы, кстати, предложить такой экспресс-тест, потому что у каждого из нас есть, назовем это так, любимая роль. Не то, что она любимая, но она для нас наиболее свойственна, опять же, в силу каких-то обстоятельств нашего опыта. И чаще всего мы заходим в треугольник именно из этой позиции. Он короткий, конечно, это, как любой экспресс-тест, не дает стопроцентный результат, но и вообще важно сказать, что мы оказываемся в каждой роли. То есть не то, что мы всегда играем одну и ту же роль. Мы можем играть любую роль, и наверняка играли неоднократно, но тем не менее есть какая-то главная, основная для нас. Очень простой тест. Представьте себе ситуацию, что коллега на работе жалуется на то, что опаздывает, из-за этого на нее ругается начальник, обещает депримировать и вообще не относится к ней серьезно. И кажется в целом, что другие коллеги тоже на нее как-то косо смотрят. А на самом деле она очень устает, она с трудом справляется, у нее проблемы дома, и она как загнанная белка в колесе, и, в общем, она не вывозит. Вот вы слышите это, и прислушайтесь, пожалуйста, к своим чувствам. Вот если бы это было обращено к вам,
как бы вы хотели на это отреагировать, то есть какой у вас, ну, посыл, вот такой вот эмоциональный отклик. Да, я как бы дам несколько вариантов, и вы сможете себя отнести куда-то и поставить на место в треугольнике. Если ваш отклик сказать что-нибудь в том духе, что вообще-то у тебя есть должностные инструкции, где прописано, когда начинается твой рабочий день. И будь я нашим начальником Иван Ивановичем, я бы тебя уже давно уволил, потому что это несерьезно, у нас тут не ясли. Купи себе будильник и вообще, короче, относись как-то. В общем, что-то, если вы хотите ответить в духе «соберись, тряпка», это позиция преследователя. Следующий вариант – это когда вы сочувствуете, вы включаетесь, вам жалко этого человека, и вы можете предложить ему: я пойду к Ивану Ивановичу и поговорю о твоей ситуации, я постараюсь разрулить это. В общем, когда вы начинаете что-то предлагать или хотя бы чувствуете это желание как-то вмешаться, это позиция спасателя. То есть если вы сейчас что-то не сделаете, вы будете чувствовать себя виноватым. Тоже важный такой момент. И последнее, да, это вот позиция будет у нас методом исключения жертвы. Это если вы скажете: да, я так хорошо тебя понимаю, наша работа – это что-то ужасное, Иван Иванович козел, и ты представляешь, что он мне тут сказал. То есть смысл в том, что вы переключаете внимание с вашего собеседника на себя. То есть у жертвы нет ресурса выслушивать чужие проблемы, она переполнена своими. Ну вот, собственно. То есть, конечно, совсем не обязательно, что вы прямо четко видите себя в какой-то позиции, но что-то вам будет более-менее близко. Очень такой несложный тест. Надеюсь, вы себя где-то обнаружили, и вам это поможет. Собственно, он может он ответить-то все, что угодно, да? Это больше про наши эмоции, про то, как мы себя чувствуем, про то, как мы хотим войти в эту коммуникацию. И мы можем даже отследить, что мы хотим его поругать или поддержать, но мы от этого удерживаемся. Вот это и будет метапозиция. Это будет такое хорошее осознание, что мне, конечно, ближе вот эта роль, но я прекрасно понимаю, куда меня приглашают, и я себя останавливаю. То есть, ну, какой-то нейтральный ответ, наверное, мог бы звучать в том духе, что да, я тебе очень сочувствую, но у меня сейчас есть свои дела. Например, если вы не хотите, вы прямо понимаете, что это игра, куда вас затягивают, и вы не хотите в нее играть. Ну вот прямо одновременно, наверное, это действительно невозможно, потому что это очень разные позиции, разные чувства. Но, конечно, мы можем быть в разных ролях с разными людьми, и даже с одними и теми же людьми. И даже если мы зашли в треугольник, например, как спасатель, и пошли, например, вот из того примера предыдущего говорить с Иваном Ивановичем, и имели какой-то очень неприятный разговор с Иваном Ивановичем, то потом мы либо будем чувствовать себя жертвами, которые пострадали совершенно, ну, как бы неоправданно, зачем вообще я туда вписался, либо могут перейти в преследователя и очень сердиться на человека, из-за которого это случилось. То есть вот это переключение ролей, и там будет уже как раз совсем противоположная роль вот этого праведного гнева, например, который обычно чувствует преследователь. Вот я, например, сегодня рассказываю вам с позиции, мне бы очень хотелось, чтобы слушатели, да, поняли, лучше поняли себя, лучше поняли других участников треугольника. Ну, так можно предположить, что я, в общем, это делаю с спасательской позиции, потому что она мне ближе, да, ну и вообще среди наших коллег-психологов, ну, преимущественно как раз это будут спасатели. Да, ну, в общем, мне это знание помогает. На то были свои причины, почему там мы сформировались так. Да, можно об этом тоже поговорить. Это такая отдельная тема про каждую роль. Давайте рассмотрим каждую роль. Например, роль жертвы. И жертва – это человек, который чувствует себя совершенно бессильным. То есть он реально не видит своих ресурсов, он считает, что его нет, он часто несправедливо обижен и так далее.
он очень мало может влиять на свою жизнь. Почему так получилось? Ну, потому что в детстве его влияние вот это, оно ни к чему не приводило. То есть, ну, ему обломали крылья, переломали ноги, и это такая выученная беспомощность. Вот он с этим живет. Это, да, мы говорим про такую роль, которая очень-очень плотно прикреплена к человеку. Да, мы не все, к счастью, ну вот прямо в какой-то роли находимся. Но тем не менее, вот если о махровой, так некрасиво скажем, да, жертве мы говорим, то это будет вот примерно такая ситуация, когда, ну, нет у человека опыта влияния на свою судьбу. Он как щепка в море, которую только... Ну, что важно, да, как отличить роль от реальности? В реальности у него есть возможность влиять на ситуацию. Может быть, меньше, может быть, меньше, чем у других, может быть, действительно обстоятельства. Но что-то можно сделать. Да? Как говорится, даже если вас съели, у вас есть как минимум 2 выхода. То есть и у жертвы также есть какие-то выходы, просто она их не видит. И это такое искажение. В каждой роли есть искажение, и важно вот это знать и помнить. Если мы говорим про преследователя, преследователь формировался так, что у него не было возможности, так скажем, поныть. Да? Это было такое военное воспитание, если можно так сказать. Он должен был всегда быть сильным, он за правое дело. И в коммуникации с преследователем он всегда будет как будто на голову выше нас. То есть он... Ну, не каждого, наверное, конечно, и для преследователя есть равные, но в целом он всегда себя считает сильнее, умнее, там, влиятельнее и так далее. Это вот такая, иначе, в общем, если он, будучи ребенком, спотыкался там где-нибудь и разбивал коленку, то он еще получал от мамы подзатыльник за то, что был невнимательным. Вот примерно из такого воспитания формируется жертва. Что касается спасателя, да, это человек, который должен был заслуживать любовь. То есть очень часто ему приходилось приоритеты других ставить выше своих, интересы других ставить выше своих, ну, потому что если ребенок не любим, у него маленькие шансы на выживание. Поэтому это тоже такая очень понятная стратегия. В общем, у каждого из нас есть веские аргументы, чтобы сформироваться так, как мы сформировались. Ну, я думаю, что если нам с вами удалось себя идентифицировать в какой-то роли, мы уже не сможем про это забыть. И, скорее всего, если мы войдем с нашей любимой позиции, мы уже обратим на это внимание. Ну, то есть самое главное – это осознанность. Да? Как я здесь оказался вообще? Почему сейчас меня так тянет вмешаться в происходящее, побежать спасать или побежать преследовать? Да? То есть это первая, да, задача – это заметить. Вторая задача – вспомнить о своих потребностях. Зачем я туда иду? Чтобы что? Чтобы меня любили больше, чтобы меня пожалели. Но тут, кстати, немножко есть разница, потому что жертва, чаще всего игру треугольник начинает жертва. Начиная жаловаться, она либо приглашает спасателя, либо приглашает преследователя. Да? И жертве важно в данной ситуации подумать, чего она хочет. Чего она хочет от других. И не вот этим вот манипулятивным крючком, вот этими вот скрытыми посланиями что-то пытаться получить, а напрямую сформулировать. И это тоже сила. Задача жертвы — вернуть свою силу, которая у нее есть. Пользоваться теми ресурсами, которые у нее есть. Задача спасателя — заботиться не о других, а о себе. И, что немаловажно, вернуть тем людям, которых он хочет спасти, их какую-то компетентность в том, чтобы сделать это самим, не обесценивать их возможности, не относиться к ним как к слабым, то есть с уважением и с некоторым равенством тоже таким. Ну а для преследователя тоже вот эта вот актуальная история про то, что я не умнее, я не сильнее и так далее, мы на равных. Вернуть вот эти разные позиции
в коммуникации с жертвой. Это, опять же, да, про некоторое уважение, про соблюдение границ и, в общем-то, и уже этим, да, то есть это как будто попытка доказать, что я лучше. Но вот когда вот человек делает вот эти уважительные вещи, вот за счет этого он и становится лучше, а не за счет самоутверждения превосходства над другим.